А вот и мы, а вот и наше море. Привет, привет. Народ купается. Красота. Много загорающих сегодня, смотрите. Вот наши камешки мы 2 дня или 3 назад положили этот камушки, так они здесь и лежат. Никому руки не дошли. Вот тут трубу вон тут раз я пластиковую достал вчера, кажется, из моря. Кто-то бросил, баловался, видимо. Пойдем купаться. Волна такая, прям красота. Легкое волнение, прям супер вообще. Красота, пойдем. На сегодня мы замечательно накупались. Сосед тут пришел. Рядом люди тоже плавают, так сказать. Не знаю, нам понравилось. Олег чуть раньше пошел домой, буквально на 5 минут. Сейчас мы пошли тоже. На пляже не очень много народу. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Но вечером я, на удивление, выходил на набережную. Было много народу, гуляло. В кафешках сидели. А Миша здесь вот кис привлек. Да. Четыре штуки прискакала, да? Да. Классно, да? Хаёсенькие? Хаёсенькие? Пятая пришла. Ничего себе, здесь какой кошкин дом. Такое ощущение, что кто-то из них... У нас Тимоша вот примерно такого цвета, да, Миша? Вот такого. Вот этот котик. Нет, мне кажется, вот такой вот серенький он у нас. Какой? Вот этот, как вот идет, вот этот полосатенький, последний. Ну, чуть-чуть темнее чуть-чуть. Вот они, вся стая в сборе. Вот напугал котят. Маши аккуратно. Пойдем. Вон он в травку зашел. И Тимоша вот он идет. Вон он. А, Тимоша! Похож на нашего Тимошу. Ладно, пойдем, пойдем. Не шпани. Этот спрятался, видишь, в травку. Смотри, он за нами идет. Все, у тебя новый Тимоша будет здесь. Я его Кыс-Кыс назову. Турецкий Тимоша. Кыс-Кыс. Кыз-кыз. Кыс-Кыс. Кыз по-турецки это девушка. Это получается девушка-девушка. Кыс-Кыс. А мы утром, кстати, Миша, я не снял, к сожалению. Мы вышли гулять с дядей Олегом, соседом. Пойдем. И к нам подбежала кошечка беленькая с рыжими пятнышками. И она долго-долго с нами шла. Как собачка, знаешь, вот собачки бывают, сопровождают. А, помнишь этот? Утром нас сегодня так кошечка вела. Мы были в Лазаревском, шли с моря, видели собачку. Ага. Потом пошли дальше. Потом уже поднимаемся наверх уже. А там собачка нас ждет. Ага. Потом мы уже в дом заходим, и собачка по горе за нами поднимается, вон там. Уже прямо до нашего дома, а потом во дворе осталось. Понятно. Вы собачку приволокли в гостевой дом. Молодцы. Не, собачка за нами бежала. Ой, хорошо. Ай! Уронил. Сперва как-то заходить казалось, прям прохладная вода, да, Михаил? Ну, так. А потом прям неохота даже вылазить было из нее. Да. Лучше прохладно было. Прохладно? Не, да. Я сначала зашел что так холодно. Стало, а потом привык. Я привык. Привык? Вон котята еще. А, они гуляют еще. Смотри, они за нами идут. Да. Вся стайка гуляет за нами. Черная бежит.
Все пятеро, да. Пойдем. Четверо. Пятеро. Четверо. Ну вот, двое, один запрыгнул Да, наверх. да. И вон один сзади тащится еще. Пойдем. Я просто не заметила, он был сливался. Слился с толпой. Слился? Да. Некоторые геймеры, наверное, ну, которые играют всякие... Ну вот не хватало на ногу еще уронить. Брось его здесь, Миша. хоть маленький. Миша, не надо его. Он тяжелый, там два уже дома лежат, он какой-то зеленый еще, глянь. Поставь его вот здесь, на этом будешь проходить мимо, говорить, мама, это камешек я специально для тебя сюда принес. Тогда во дворе оставь. Нет, если я сказал, то что я сказал, то я и сделаю. Ну давай, волоки тогда. Приволоку, а дальше не сразу сделаю. Хорошо. Секрет. Там кто-то ремонт делает или что-то ломает. Там окна вытащены. Видимо, ремонт. Кто-то меняет. Вот в этих домах, вот в этих домах, кто-то рассказывал, здесь все примерно 40-летней давности. То есть все там окна, двери, полы и так далее, и уже сильно-сильно обветшалое. Вот. И поэтому очень многие, кто из новых владельцев или из, так сказать, новых поколений владельцев, делают здесь ремонт. То есть выкидывают все. Окна, двери, на балконе, если есть ограждение, выбрасывают. И заново все это на голове. И заново все это тут городят. Стоит это таких немаленьких денежек. Как-то так. Разница вот с этими домами для турецких граждан заметная получается, с более свежими домами. Но коммуникации все здесь тоже остаются старыми. То есть вертикальные стояки все остаются старыми и могут быть проблемы. И Миша сорвал мандаринку, сейчас попробует, какая она на вкус. Плохо чистится? Может быть зеленовата мандаринка. Через ворота выйди и положи потом. Сладко? Ну, отлично. Очень вкусно. Мой любимый процесс, когда Алексей открывает окно. Посмотрите, какой шикарный вид открывается. Уже солнце у нас потихоньку начинает садиться, время 3:30, и мы начинаем открываться. Куча, кстати, школьников, смотри, сколько прям в кадре сейчас. Да, со школы идут, из лицея. Мы начинаем открываться, вот такая замечательная погода, не сильно жаркая, но солнечная. Посмотрите, как все заливает у нас на балконе. Кстати, у нас на соседнем участке поставили эти ульи. И теперь к нам иногда в гости прилетают пчелки. Детворы сколько идет. Вот в этом техникуме они учатся. Вот это у нас техникум. И вот идут по дороге домой, возвращаются. Шикарный вид, посмотрите. Морешко. Ребята говорят, сегодня море спокойное, волна тихая. Это хорошо, но я уже не хочу ходить на море, несмотря на то, что солнце достаточно активное. Дует прохладный ветер все равно. И ребята говорят, что уже такая бодрящая водичка. Что-то мне вообще нет желания в море идти больше. Хотя посмотрим, может еще и окунусь разок-другой, да? Будем посмотреть позже. Да, Алексей? Что ты себе бороду опять отращиваешь, не бреешься? Не бреешься. М?
Уже скоро на равных с усами. Иди побрейся. Было. Нет, это я покрасила. Когда? Там, там банк снимали. Мишу там маме сердечко принес. А чем ты красил? Красками. Акварель? Да. Мы покупали ему камни красить, помнишь? Ага. Молодец какой Миша. Красиво. Если что, он лежит на нашем балконе. Угу. Потому что на других местах он не испачкает. Угу. Мы отсняли для вас мукбанг. Я сейчас немножко передохну и буду думать за другой мукбанг, который должен выйти уже завтра, да, Леш? Ну тебе не стыдно все печенье сожрал, которые детям дали? Одно. Как одно? М? Как одно? Последнее. Так, у нас завтра какой день недели? Суббота? Угу. Ладно. Сегодня со мной утром новый спортсмен, новый участник наших прогулок, Михаил. Очень вчера просил, что он пойдет со мной гулять. Посмотрим, как он справится с этой тяжелой задачей. Уже время 7 утра, мы выходим из дома. Тут охотница, вот она. Тут игрушка ей залетела. Ночная бабочка залетела. Кошка за ней. Ой, хорошо как, никуда не улетает, не убегает. На стекле бьется и все. На самом деле уже только. Да. Вот ты так поиграть можно. Вот и так. Вот лапкой. Оп. Эта кошка что-то у нас последние дни здесь прибилась. Некоторые подкармливают ее. Опля. Вот она. Такая. Опля. Оп. Да. Вчера подобное с нами еще гуляла по набережной. Эх, игруня какая. Или игру. Сегодня море классное какое. Какой-то ветер поверху вроде бы морщинит поверхность воды, но волна прям легкая такая, хорошая. Классная. О, Миша кошку встречает уже, еще одна. Миша, бери попутчиков с собой. Сегодня гуляем мы втроем. Уже утро, еще 9 утра нет, а уже здесь торговля началась. Суббота? Может быть, из-за этого? Возможно, из-за этого. Ну, хотя мы и вчера ходили, то же самое было, и позавчера. Глянь, виноград хороший лежит. Миш, может, придем виноградик купим? Сейчас посмотрим. Может быть, потому что... Нас сегодня мало, но мы в тельняшках. Да, Миша? Олег у нас сегодня обещал выполнить план по учебе по своей. Поэтому он не пошел даже с нами на море. А мы с Мишей вдвоем пойдем искупаемся. Не спеши, там проезжая часть, Михаил. Здесь стройка, здесь вот продолжают уже следующие этажи, так сказать, городить. Скоро здесь вырастет тоже башня высокая, сравнимая с нашими, сравнимая вон с теми. Всегда говорю, что стройка — это хорошо. Люди работают, получают зарплату, платят налоги. Но потом люди купят, заплатят налоги, потом в итоге этот городок, все эти налоги придут, и на эти деньги в нормальных странах будут сделаны дороги, детские площадки, освещение и все остальное. Вот. А потом люди купят, откроются магазины, будет дальнейшее развитие региона. Да, Михаил? Угу. Поехали? Я могу держать. Ладно, ты иди, сейчас. Давай аккуратно через дорогу перекатывай велосипед, потом сядешь, поедешь. Сегодня солнечный такой день. Сегодня суббота, 16 октября. Народу немного. Раньше как-то к выходным подъезжал народ все-таки.
побольше становилось и машин на улицах, и во дворах. А сейчас уже по турецким меркам прохладно. Градусов, наверное, 25, возможно. На солнце может быть 27. Вот. Хотя вот, конечно, на улице сейчас идешь, прям солнце ждет. Наверное, россияне, которые никогда не были на море, скажут: ничего себе прохладно. Ну, правильно говорить, россияне. Ну, россияне. А ты сказал по-другому. Как я сказал? Ну ладно, молодец, что знаешь, как правильно. Миша четверть всю сдал, все домашние работы, контрольки, все до единой. Сдал на... Все им поставили отметки уже, 4-5. Единственная одна контрольная работа по английскому языку до сих пор висит неоцененная. Но так остальные оценки в него 5 по этому предмету стоят. Олег помогает ему, просматривает такие контрольки, домашние работы с высоты, так сказать, 10 класса. Миша делает, а Олег потом проверяет. Так что все, он уже свободный человек. В ближайшие недели, как минимум, у него каникулы, у Михаила. Вот это я понимаю каникулы, да? Солнце, море, фрукты. Эх, забыл дедушку взять. Там на набережной хороший виноград продают. Вот раз на рынке не увидели хорошего, а здесь на набережной прям отличный такой. И темный, и белый виноград продают. Сейчас в этот накупаемся, может, сгоняю еще, схожу. Куплю винограда немного, и того, и того. Пока есть, так сказать, возможность покушать вкусного виноградика. Да, Михаил, ты любишь виноград? А брательник Олег любит виноград? Да, все любят. Тоже кушает, да? Поехали. Поехали! Хотя, видите, вот тут машинки поподъехали. Вот, это ближайший, да, к набережной. Эти вот турецкие комплексы, в которых и летом очень много народу, и вот сейчас тоже машины подъезжают. И здесь уже вот сеточку опустили. Въезд или выезд, это из... Въезд, по-моему, на парковку. Здесь тут подземная такая сделана. Кстати, хорошая идея, хочу сказать. Внизу парковка, не сильно, я думаю, она денег много стоила застройщику. Машины стоят в тени, то есть это классно уже автовладельцам. Может быть, не все сюда влезают, но кто ставит, тому хорошо. А сверху большая, вот видите, много лавочек и большая детская площадка спортивная. Там куча всегда футболистов, баскетболистов. Постоянно дети там гоняются. То есть одна и та же площадь на территории комплекса дважды используется. Внизу парковка, а сверху спортивная площадка. Учитывая то, что этот комплекс большой, здесь много корпусов, много этажей, много квартир. И на то, и на другое спрос есть. Так вот идешь, вроде ветерочек прохладненький в тени. Где ты будешь купаться, кататься? На нашем пляже пойдем копаться. Не, просто спрашиваю, на наш или туда пойдем? Если купаться, да покатили велосипед. Поставь его сюда куда-нибудь, в тенечек его. Да пристегни, если хочется. Да пойдем. Мише нравятся такие дела. Отстегнуть, пристегнуть. Нет. Боком поверни его, или сюда, да. Давай, деловенный.
Вот, ага, ремень. Так. Замок. А ты за велосипед зацепил? Да. А. Не хватает? Чуть-чуть назад, вот та более тонкая труба, вот это вот, чуть-чуть, вот. Ау, какой острый камень, блин. Ой, вот. Бери полотенчики, пойдем. А тут нету еще? Какое сегодня классное море. Тихое, спокойное. Волнушечка легкая. Утром сильнее была, по-моему, да, Миша? Да, Была еще была. волна сверху рябь какая-то была еще. А сейчас вообще ничего нету. Маску. Михаил маску забыл. Вот так бывает. Мишка-торопышка забыл маску. Ну ничего, сейчас поплаваем без маски. Сегодня с детей, кстати, много на набережной. Сейчас вот мы только подошли, была семейная пара с ребенком, турецкая. Там вон тетенька с ребенком в руках. Людей много в море плавает, гуляют народ тоже. Сегодня чуть-чуть побольше народу, чем обычно. Ну, это не создает никакой толчии и прочего на набережной. А вон два мальчика, которые вчера были тоже. Пойдем купаться, Михаил. Пойдем? Снимай, мальчик. Михаил накупался, нанырялся и готов рвануть на велике домой. Давай ключик мне. Сейчас заведу ее. Трам-там-тара-дара-там-тара. Дзум-дзум-дзум. Сейчас я покажу мастер-класс. Так. Тарам-там-тара-дара-дам-там-тара-дам-там-тара-дам-там-тара. Ладно, сейчас катнется чуть-чуть, да пойдем домой. Кыс пришел. Кыска. Кыс-кыс пришел. Серенький, как Тимошка. Да, наш кыс-кыс. Кыс-кыс пришел. Только мне кажется, он меньше, чем Тимоша. Тимоша чуть побольше наш. Да, наш. Да, Тимоша? Да, кыс-кыс? Мяу. Он говорит, да. Хаёсенький. Пойдем. Поезжай, Михаил. Как ты думаешь, есть ли переводчики с кошачьего языка? Ну, вроде как даже на этом можно скачать, на App Store. Такое. Поезжай. У нас теперь порядок тут во дворе. А, кстати, тут ребята уже следующий уровень собирают. Конструкцию деревянную. У нас теперь флаг висит, ворота закрыты постоянно. Миша, аккуратно, не сломай. Все, получилось. Папа, закрутились, потом закрыть. Нет, это не калитку, надо перелазить. Как и перелезу с велосипедом, он тяжелый. Да, поэтому сперва перекидывай велосипед. Да. Это все временное. В ближайшее время планируют восстановить аккуратно электронный замок. Порядок?